Приветствую всех! Мы снова на нашем канале Таро Мане Подсказка судьбы, и тема сегодняшнего расклада – события ближайших 10 дней. Мы посмотрим, что случится, что получится, кто появится и так далее. Встречи, поездки, события – все будем рассматривать. Ну, конечно, мы будем читать именно то, что покажет нам поток. Начинаем мы с колоды Таро Уэйта. Кто еще не подписался на мой телеграм-канал, у кого плохо работает YouTube, подписывайтесь. Я там транслирую видео или с одного, или со второго канала выборочно, не все, но что-то вы можете увидеть. Кстати, с VPN YouTube работает очень даже хорошо и уже давно, кстати. Так что подключайте бесплатно совершенно и смотрите в хорошем качестве. Быстро и спокойно. Итак, смотрим, кому подойдет этот расклад. Расклад подойдет человеку, который сейчас у нас пытается то ли обучиться, то есть конкретно вы обучаетесь, маг своего дела, хочу повысить квалификацию, хочу чему-то научиться, хочу уже, может быть, стать самозанятой, такой тоже может быть, профессию, которую вы выбрали. Вам очень нравится, и по иерофанту это именно то, о чем вы давно мечтали. Но вы пока вкладываетесь, то есть вы находитесь в процессе реализации или обучения, или же пытаетесь сейчас, вот именно прям в данный момент, как-то пытаться добиться возможности развить этот бизнес или начать на этом работать. Но пока, да, есть трудности, вам иногда страшно, но вы встаете, идете и опять, как говорится, поднимаетесь и стараетесь добиться определенных успехов. Еще здесь у кого-то может быть треугольник, от которого вы закрываетесь. Ну, то есть некий женатик в вашу жизнь тут пробивается, вы от него закрываетесь, пытаетесь вообще узнать, да, что у него вообще там происходит. Почему? Потому что мужчина может обещать очень много. И по магу манипулирует товарищ, манипулирует. Если все-таки он не женат, честно могу сказать, ну, на серьезные отношения он как-то, знаете, не очень-то и готов. Но при этом обещать, что он и жениться, и креститься готов, и детей рожать. Хитрит. Тройка и тройка. Ну, девчат, у кого-то здесь прям обман, хитрость и манипуляция, треугольник у вас тут. Раз, два, три. Три карты треугольника и влюбленные. И есть третье лицо. Не обязательно, что женат, но есть женщина, которая присутствует в его жизни. Ну, конкретно. Или же здесь у вас сейчас идет решение каких-то совместных планов, и вы четко осознаете, что не все зависит от вас. Например, вы в партнерстве, например, вы... Почему? Потому что, видите, здесь чувства, деньги, мысли. Чувства, деньги, мысли. Ой, но если вы четко понимаете, что здесь нет треугольника, то имейте в виду, что мужчина не готов к серьезным отношениям, между вами может быть расстояние, между вами могут быть ситуации, например, связанные с менталитетом, с вероисповеданием, и мужчина не готов пока переступить через эту черту. То есть, может быть, родственники против, может быть, мама против, может быть, он четко понимает, что вы не подходите для его религии, но у мужчины очень много ограничений. Если все-таки здесь мы рассматриваем работу, карьеру, профессиональную деятельность, обучение, планов много, вы прислушиваетесь к людям, вы пытаетесь разобраться, но есть какие-то опасения, но, честно могу сказать, человек здесь не опускает руку. Но здесь 3 тройки и 3 семерки, понимаете? И это четко мне указывает, вот в первую очередь 80%, что человек, с которым вы в отношениях или с которым вы общаетесь, он не совсем искренен, У всех остальных страх создания, реализации, смогу, не смогу. То есть вы занимаетесь, может быть, даже где-то самообманом. Почему? Потому что слишком завысили какую-то планку по семерке кубков, соблазнились чем-то, может, кому-то доверились, вступили в какое-то партнерство, теперь не знаете, что вам делать. Ну что, ладно, все, про это хватит.
Кто себя узнал, тот узнал. Не будем долго копаться в вашей характеристике. Но здесь интересная характеристика прям такая. Самое интересное, очень много кармических прям сочетаний выпало. Тройки, семерки. Вообще сбалансированная ситуация сейчас в вашей жизни. Запутались, как будто бы не знаете, как найти выход. Ладно, события ближайших 10 дней. Что вас ждет? Самое важное, самое главное событие. Что вас ждет? События ближайших 10 дней. 5 карт мы обычно выкладываем. Так. Разговор вас тут ждет с человеком, с которым или встреча с королевой жезлов, то есть некая женщина появляется в вашем окружении. Если честно, вы с ней раньше то ли общались, то ли между вами были какие-то конфликтные ситуации. Женщина могла вас подвести, женщина могла сплетничать про вас, женщина могла плести какие-то интриги за спиной. И длительное время вы с ней не общались. Сейчас же она идет для того, чтобы наладить с вами отношения, помириться, опять войти в вашу жизнь и так далее. Зачем она идет, для чего это вообще нужно? Кстати, вы можете столкнуться очень неожиданно в кругу друзей, знакомых или просто на каком-то мероприятии. Для чего вам это? Честно могу сказать, эта женщина поменялась, то есть осознала. Ей можно дать шанс. Почему? Потому что здесь есть четкое осознание, что я вела себя неправильно. Двойка пентаклей поменяла точку зрения, посмотрела на ситуацию по-другому. По карте Солнца прояснила для себя, что ты прошла трансформацию. И по пажу кубков идет с хорошими намерениями. Ну и по рыцарю кубков идет на самом деле с открытой душой. Ну и что будет, если вы все-таки дадите ей шанс войти в вашу жизнь? Угу. Ну, вы знаете, здесь просто как бы вы дадите шанс исправиться человеку. И здесь больше идет ситуация, когда вы даете понять, что если человек готов бороться, видите, шестерка жезлов, да? Если он готов меняться, всегда найдется возможность получить прощение. Нужно просто постараться. То есть каждый человек может измениться. Каждый человек может что-то проработать в себе. И если он работает, если он старается, то ситуация для него может проиграться как победа над судьбой. Новые мысли, новые взгляды, новое окружение. Да, вы можете общаться, я не вижу здесь большой дружбы, но, между прочим, с этой женщиной вы можете создать то ли совместный бизнес, то ли какие-то совместные планы. То есть подработку она вам может в будущем предложить, или она у вас может поработать. То есть она вам может быть полезной. Это какой-то контакт, который в будущем сыграет для вас хорошую услугу в заработке или в продвижении, может быть, бизнеса. То есть она вам будет полезной. Так, хорошо, первое событие мы рассмотрели. Так что не отталкивайте сразу человека. Да, люди все ошибаются. Но если человек готов меняться, если человек готов что-то исправить в себе, если он прорабатывает себя, всегда надо дать шанс. Но не обязательно, конечно же, впускать в свою жизнь и не рассказывать все про себя. Ну, пообщаться можно, ну а там уже посмотрите, нужно вам это или не нужно. Потому что я вижу, все равно вы на расстоянии, но общение будет изредка. Так, смотрим. Но в будущем она вам пригодится. События ближайших 10 дней. Что еще? Жрица, восьмерка мечей. Опять рыцарь у нас выпадает. Туз кубков. Ух ты. И рыцарь, два рыцаря. Девочки, у вас тут тайный поклонник может проявиться или человек, который придет к вам с каким-то предложением, с какими-то действиями, с признанием в любви. Очень большая вероятность. То есть здесь четко видно, что вы не ожидали именно появления этого человека. И, кстати, произойдет это уже очень быстро, в течение 8 дней. По жрице вы даже подумать не могли, что это может случиться. А ну-ка, давайте посмотрим все-таки, кто это.
Кстати, это может быть и новое знакомство. Кубков нам четко указывает на то, что вы можете или познакомиться с новым человеком, и это знакомство будет перспективное. Почему? Потому что рыцарь Пентаклей всегда говорит о том, что в будущем вы можете получить некий результат. Или же человек, который пропал из вашего окружения, может решиться на какой-то важный шаг. Ну, кстати, между прочим, и не обязательно, что пропал. Вы можете общаться, но вы уже не надеетесь на то, что он сможет вам предложить что-то серьезное. А вот он взял, решился и предложил. Ну-ка, давайте посмотрим. Жрица. Раскроем жрицу, потому что мне она очень интересна. Ну, я говорю, пятерка пентаклей. Кому-то вы не доверяли, и здесь вы кого-то ждали когда-то. Вы кого-то когда-то ждали. Ну, это честно говорю. Здесь или тайный поклонник, который сам длительное время наблюдал и выжидал подходящего момента. Почему? Потому что Луна, человек боялся проявиться, появиться, раскрыть свои чувства, что-то вам предложить. Здесь как будто по пятерочке пентаклей то ли ресурсов не хватало, то ли возможностей. А может быть, он просто занят был когда-то. И вот сейчас, освободившись, он идет к вам. Хорошо. Рыцарь. Ух ты. Я говорю, здесь прям император. Для многих, может быть, или возвращенец, или прям вот, знаете, как будто вот человек прям вышел из определенной стагнации. 20-й старший аркан – это когда вот, смотрите, по звезде мечтает, фантазирует о вас, да, представляет, где-то подглядывает, может в соцсетях за вами наблюдать. Но здесь были ограничения, то есть как будто бы человек находится в каких-то рамках. И то ли страхи, то есть страхи тоже нас ограничивают, то ли возможностей не было. Но мужчина наблюдал, мужчина все время где-то за вами следил. И вы для него были как звезда, как муза. Кстати, по интернету, может быть. Или же мужчина, который на расстоянии решит очень быстро к вам приехать, как-то, вы знаете, все поменять, все изменить и что-то вам предложить. Хорошо. Ну, 20-й старший аркан. Так как раньше уже не будет, если это бывший, если это новый, он перевернет вашу жизнь. То есть в вашей жизни произойдут такие перемены, которые полностью поменяют и взгляды на будущее, и то, как вы вообще живете. Почему? Потому что теперь вы будете в паре, скорее всего. С чем он идет? С действиями. Слушайте, здесь у вас явно в течение 10 дней появится мужчина, который будет, во-первых, очень активен, а во-вторых, он будет бороться до конца за вас. И предлагать он будет очень серьезные отношения. Ну и что из этого получится? А это один и тот же или это несколько персонажей? Угу. А это? Слушайте, у вас тут одни пажи. У вас на самом деле может появиться двое мужчин. Один бывший, а одно новое знакомство. Почему? Потому что здесь четко говорится, бывший, который решился на серьезные отношения и готов дать себе шанс. Вот если мы читаем. А здесь шестерка пентаклей, новое неожиданное знакомство, которое окажется для вас очень полезным и приятным. То есть вы понравитесь друг другу. И вам придется выбирать. Поэтому здесь два рыцаря у нас выпадают, и оба с любовью, и оба с чувствами. Все 4 пажа вышли. Заметили? Новое у вас в любви. Новый какой-то шанс, новые мысли. Хорошо. Совет вам дам. На всякий случай. Я вас не могу оставить без совета. Не поддавайтесь панике, не поддавайтесь соблазну. Смотрите, кто больше вкладывается. Смотрите, как ведут себя мужчины. Закройтесь пока на какое-то время. Ну, как говорится, не бегите в отношения волосы назад, да. Подумайте, примите решение, немножко поразмышляйте. То есть не бойтесь, что все они пропадут. Нет, они в вашей жизни останутся.
товарищи судьбоносные, бороться за вас будут до конца, поэтому берите все необходимое время, принимайте решения, приглядывайтесь, смотрите, кто как за вами ухаживает, что делает для вас, ну и, конечно, кто исполняет ваши мечты. Ну, а там уже разберетесь. Так, третье событие. Ну, я вижу, что эти 10 дней для вас будут очень интересными. Третье событие. Мгм. Ну, я думаю, что выбор, в котором вы окажетесь, для вас будет не совсем легкий. Почему? Да потому что здесь вы больше как запутаетесь. Видите, тревога, беспокойство, какая-то нерешительность. Но не надо так сильно и близко принимать к сердцу. Во-первых, это ваша жизнь. И только вам решать, с кем вы идете по жизни рука об руку. Если вас будут подталкивать, а здесь явно я вижу, что вас будут подталкивать, да, даже где-то давление какое-то будет, очень слишком много активности. Стойте на своем, не уступайте. Ну-ка, почему переживания? М. Опять в император выпадает. А что это в императора? Давайте посмотрим. Такое ощущение, как будто мужчина у нас женат, но очень богат. Может быть такое. Или мужчина вам предлагает серьезные отношения, но дело в том, что я не могу сейчас в общих раскладах очень прям четко рассмотреть все по полочкам. Почему? Потому что это общий расклад, здесь несколько трактовок, и каждый привязывает к себе. То есть если вы знаете, что у вас бывший, например, женатый, он возвращается, предлагает вам вернуться в отношения взамен на какую-то финансовую поддержку. С чем ты идешь, император? Не хочет вас отпускать. Сила, хочу завоевать. Я говорю, здесь кто-то вам помогать начнет. Но не потому, что там он хочет вас купить, потому что он вас любит, но кроме как тайных отношений предложить он вам ничего не может. Нет. Все-таки здесь выпадает треугольник. Я хочу тебя вернуть, но самое интересное, подожди когда-нибудь, но не сейчас. И что? Что получится? Итог. Треугольник, девочки. Трансформация. Солнце. Здесь из-за ребенка он что ли не может решиться на какой-то важный шаг. Что будет, если вы с ним останетесь? Это будут созависимые отношения, где он будет вам обещать, что он изменит ситуацию, но дело в том, что эта ситуация, она так и не поменяется. А рыцарь? Новая. У вас тут новый шанс. А вот здесь вы можете стать... Девочки, если мужчина женатый и обещает вам развестись, или мужчина, который обещает вам какую-то перспективу на будущее, но при этом не торопит события, вот давай подождем, давай не будем торопить события, понимаете, он никогда не женится или он никогда не освободится. То есть он просто хочет вернуть вас в отношения или просто обладать вами, завоевать вас по карте сила. Вы его очень сильно притягиваете, вы его маните, но дело в том, что он вам не даст на будущее ничего серьезного. То есть девятка пентаклей говорит о том, что вы останетесь одна в иллюзиях, но при этом очень будете сильно от него зависеть. Второй мужчина, который придет в вашу жизнь, он вам может дать шанс на стабильные отношения.
Он вам может дать шанс на то, чтобы вы были вместе. Он вам может дать шанс быть королевой Пентакли, то есть женой, матерью его детей и создать с ним хорошие отношения. Что будет, если вы с ним останетесь? Ну, вы знаете, здесь вы сможете в него влюбиться, как будто бы здесь чувства, которые приходят позже. То есть чувства, которые родятся, но чуть-чуть попозже. Здесь четко видно, что вы от него как будто закрываетесь. То ли, ну, не совсем он подходит вам, то ли не совсем ваш типаж мужчины. Но дело в том, что вот этот мужчина, он идет по дьяволу. Да, он красивый, харизматичный, да, он яркий, да, он привлекательный, он может быть и богатый. Вот этот не такой может и богатый, не такой красивый, но зато он вам даст то, что вы можете изменить в вашей судьбе. Прочность, он вас любить будет, он вас будет бояться потерять, он за вас будет держаться и так далее. Но здесь уже, конечно, выбирать вам. Так, ну что, совет вам на эти 10 дней? Ну или посмотрим вообще сначала, к чему вы придете по истечению этих 10 дней. К чему вы придете? Ой, ну у кого-то шанс вернуть бывшего, вы к нему вернетесь. Короче, тут какой-то король жезлов, тайные отношения. Вот она, о которых вы будете думать. Какая-то тайна здесь. А что за тайна? Вот что за тайна? Тревога. Здесь мужчина то, что вам обещает, не выполнит. Будьте поосторожнее. Он ищет любовницу, он ищет любовь. Ему хочется любви, ему хочется на самом деле, да, ярких отношений, но дело в том, что человек не решается на стабильность. Да. Да в любом случае, женат он, не женат, свободен он, не свободен. Он боится брать на себя ответственность. Для него это тяжелая ноша, он свободолюбивый, независимый персонаж. Но зато он, кстати, может вам помогать деньгами. Тут уже решайте сами. Тут решайте сами. Почему? Потому что если вы строите планы по поводу того, что он станет вашим мужем, нет. Но если вы хотите таких отношений без обязательств, но при этом хорошо жить и не нуждаться в деньгах, то пожалуйста. Если ищете любовь, то с другим. Семью, там, брак с другим. Ну все рассказала, здесь уже сами, да, принимайте решения, смотрите, кто что, но скучно явно вам не будет. Удачи вам! Всего вам самого хорошего, до новых встреч, ваша Елена.